Добрый день, меня зовут Катерина, я логопед, и сегодня я расскажу вам о 3 играх для запуска речи. Я уже рассказывала о 5 играх, чтобы ребенок заговорил, но тут вот повешу подсказку, заходите, если еще не смотрели. Сегодня мы поговорим о других 3 предметах, 3 игрушках, которые вы можете использовать дома, чтобы растормозить речь своего ребенка, чтобы у него появились первые вокализации или первые слова, то есть все, что вы можете найти под рукой. В этих видео я не говорю о каких-то пособиях или о каких-то игрушках, за которыми вам нужно специально охотиться. Мы попробуем превратить в такие пособия по запуску речи обычные предметы, которые точно у вас есть дома. Давайте начнем. Итак, что я использую в работе с неговорящими детьми, с детьми с первым уровнем речевого развития? Первая игрушка – это мяч. Да, как бы ни казалось банальным, но мяч вам посоветует любой логопед, который работает с детьми с подобными трудностями. В чем здесь преимущество этого предмета? Все дети любят мяч. Дети от 1 до даже верхней границы нет. Поэтому берите себе на вооружение именно вот этот предмет как первый инструмент в вашей работе. Что мы делаем? Если ребенок совсем не говорит, и вы хотите, чтобы у него появились первые вокализации, вы можете просто бросать мяч или ронять его так «о», «а», «на». Таким образом бросать ребенку, у него будет такая эмоциональная отдача, это тоже фасилитирует речь. Как я уже работаю с детьми, у которых есть первые слова, и которые уже могут повторять за мной и что-то произносить. Я начинаю так. «Маша, лови!» И бросаю. «Маша, лови! Маша, лови!» И затем я даю ребенку пример, как она мне бросает. «Катя, лови! Лови! Лови!» И ребенок уже начинает немножко повторять именно этот глагол «лови» в повелительном наклонении. Далее, если это уже получается, или можно это сделать как первый шаг, вы можете просто давать мячик. На, Маша, мячик, на. Ты хочешь мячик? Попроси у меня, скажи дай, Катя, дай мяч. И вы отрабатываете уже дай на слова лови. Далее, если вы хотите немножко развить игру, вы уже можете подключить слова кати и бросай. Вы начинаете катить мяч. Кстати, я рекомендую работать с мячом как раз-таки на ковре, сидя напротив ребенка. Вы начинаете катить ему, не бросать, катить. И когда катит, и вы говорите «Кати мяч, Маша, кати!» «Кати», показывайте на своем примере. Если вы хотите уже немножко посложнее, можете подключить глагол «бросать». Конечно, «бросай» слово, оно сложнее по структуре, но тоже его можно взять, хотя бы, чтобы у ребенка была связь вот этого движения, этого глагола. «Бросай, Маша, бросай». Ну и еще с мячом сейчас я работаю, подключаю глаголы в первом лице. Что ты сейчас делаешь? Качу! Качу! Я качу! В таком виде. Поэтому мяч всегда держите под рукой, потому что это хороший элемент занятия, который позволит и переключить ребенка на другой вид деятельности, и немножко его развлечь, и поработать над глаголами, а у детей с моторной алалией, например, у них всегда есть выраженная глагольная слабость, поэтому здесь вот эти вот основные глаголы можно хорошо отработать. Второй предмет, который наверняка у вас есть дома, если у вас есть маленький ребенок, это мыльные пузыри. Как вы видите, у меня совершенно они простые. Вот, ничего особенного. Интересно, как на камеру получатся пузыри. Итак, кажется, что это мы используем только для развлечения. Но, опять же, это всегда пузыри вызывают очень сильный эмоциональный отклик у детей. И даже если вы только начинаете заниматься с ребенком, я предлагаю использовать пузыри, чтобы немножко ребенка расположить, создать у него такую хорошую, позитивную установку на занятия, ну и, конечно, подключить речь. Начинаем с того, что мы просто ставим ребенка, говорим: вставай, будем дуть пузыри. И вы дуете ему пузыри. Прошу прощения. И вы дуете ему пузыри. Лови, Маша, лови! И ребенок хлопает. Вы можете проговорить: ай, 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 ай,
хлопнула. Кто молодец? Я. Ребенок смотрит на вас, пузыри закончились. Ты хочешь еще? Да, хочу. Скажи, Катя, дуй. Катя, дуй. Ребенок пробует за вами повторить вот этот вот глагол дуй, и вы дуете ему еще. То есть здесь уже вы включаете новый глагол, и он очень хорошо идет детям. Я бы сказала, что он даже с первого, со второго занятия всегда получается, потому что ребенок действительно, у него есть мотивация сказать вам «Катя, дуй». После этого вы можете подключить «Катя, дуй еще, еще, Катя, дуй еще». И вы дуете ребенку больше пузырей. Также вы можете отработать аккуратненько один много. Ты хочешь один или много? Он скажет, я хочу много. А давай сейчас один. У меня один не получился. Вы аккуратненько можете выдать у него один пузырь. А они маленькие или большие? Маленькие, маленькие пузыри. То есть с пузырями это может быть такой хороший элемент. Конечно, это не основная работа на вашем занятии. Но уже для того, чтобы отработать дуй, оно отлично подходит. Ну и еще, конечно, вы можете подуть ребенку пузыри и спросить у него, а ты хочешь подуть сама? Да, хочу. Скажи, Катя, дай. Катя, дай. Вы даете ребенку дуть, и ребенок дует, и также это тренирует немножко направленную воздушную струю. Поэтому берите на заметку, мыльные пузыри должны быть всегда у вас в коробочке, если вы специалист или если вы родитель, чтобы немножко разгрузить ребенка, но не потерять полезность происходящего. Я долго думала, какую показать третью игру, и решила все-таки показать вот вам такие разрезные картинки. Я взяла сейчас для видео 3 моих самые любимые, которые я использую всегда с детьми на начальном этапе. Это собака, корова, попробую, чтобы ничего не упало, и, конечно, самолет. Сейчас я объясню, как с ними можно работать на примере самолета. Итак, вы берете самолетик. У меня тут обычная разрезная картинка, они такие как бы деревянные. Единственное, что здесь может вызвать немножко сомнения, то, что это сложная разрезная картинка. Она состоит из 5 частей. Я рекомендую для детей 2-3 лет этого возраста, конечно, не больше 2-3 частей, но у меня вот такие, я их адаптирую по своей нужде. И это заключается в том, что я оказываю большую помощь ребенку, когда он собирает эту картинку. Но на том, чтобы ребенок просто собрал, все как бы не заканчивается. Мы берем, а что это? Это самолет? А давай полетаем, как самолеты. У-у-у, летит самолет. У-у-у. Можете посадить ребенку на голову, на плечико. У-у-у. Ой, потерял часть. Ой, приземлился на плечико. У-у-у, полетел снова. А какого цвета самолет? Он желтый? Нет. Он зеленый? Нет. Он красный, да, красный. А какого цвета у него носик? Синий? Нет. Желтый? Да. А давай посчитаем, сколько у него частей. 1, 2, 3, 4, 5. 5 частей. Кто молодец? Я. И также мы можем проиграть и картинки животных. Собачка, конечно, мы можем погавкать и сказать, а как говорит большая собака? Гав, гав, гав. А как маленькая собачка? Аф, аф, аф. Корова у нас мычит му, му. Не забывайте сопровождать речь с движением, это очень помогает. И также вот мы, например, на материале собачки можем показать какие-то другие глаголы. Что собака делает? Ава идет, скажи, Ава, иди, Ава, иди. А сейчас что она делает? Она бежит, скажи, Ава, беги, беги. А сейчас Ава спит, скажи, Ава, спи. Ава, лежи, она лежит. Ава, лежи. И так далее. Конечно, у вас могут быть и неразрезные картинки. Возможно, эти глаголы удобнее отработать с фигуркой, с маленькой игрушкой. Но я просто показываю на этом примере, что не обязательно, чтобы у вас было все. Чтобы у вас была и плюшевая игрушка, и маленькая фигурка, и разрезная картинка. Это все можно сделать с разрезной картинкой. И, конечно, так как она разрезная, я не показала, конечно, ее нужно и собрать. То есть мы говорим, ой,
ой, сломалась, а давай соберем. И для того, чтобы избежать вот этого момента, что она слишком сложная для ребенка 3 лет или сколько лет вашему ребенку, вы можете помочь, то есть начать ее собирать с уха, с лапы, то есть оказать такую, может быть, даже обучающую помощь ребенку, что вы могли собрать вместе и сказать: ну кто молодец? Я! А кто еще молодец? Катя молодец? Да, да, Катя молодец. Итак, вот и все 3 игры на сегодня для запуска речи детей. Мы поговорили о мяче, о мыльных пузырях и о разрезных картинках. Все эти игрушки при правильной адаптации могут вам очень помочь в работе, чтобы ребенок произнес первые слова или обогатил свой словарный запас чуть больше, особенно глаголами. Пишите в комментариях, какие еще игрушки или пособия вы используете на начальных этапах работы с неговорящими детьми. Спасибо вам за просмотр и до встречи на следующей неделе.